Мы решили прогуляться по одной из самых оживленных улиц Ки-Вест, называется Duval Street. И здесь прям вот повсюду рестораны. Hard Rock кафе тоже одно из самых популярных мест. Очень много сувенирных лавок и разная кухня. Можно найти мексиканскую, испанскую, кубинская кухня очень много. У нас сегодня хорошая погода, время 9 утра, мы уже приехали на Ки-Вест. И приехали мы так рано, потому что у нас сегодня по планам посетить дом Хемингуэя. Он является тоже одной из главных достопримечательностей Ки-Веста. И расположен он в районе старого города, где мы сейчас находимся. Экскурсии начинаются с 9 часов до 5 вечера. Лучше приезжать чуть раньше 9, чтобы успеть занять очередь. Вообще сегодня была такая интересная ночь, было очень ветрено. И мы в этой палатке, просто вот так она ходуном ходила. Нас спасает только наш спальник, потому что он рассчитан на температуру минус 10 даже. Вот, мы подходим уже к дому. И пока мы искали парковку, вот уже насобиралось сколько человек. Стоимость на взрослого $18, дети до 12 лет $7, все младше 5 бесплатно. Дом является одним из самых старых домов на Ки-Весте. Он был построен в середине 19 века. Хемингуэй купил его уже в начале 20-го, в 1930 году. И прожил здесь практически 10 лет. В входе девушка проверяет билеты, и она говорит, что вы можете взять или тур, или самостоятельно пройти внутри дома и по территории. При этом можете выбрать свой гайд по своему языку. Сейчас вот я посмотрю, если тут русский. Вот Russian. Да, то есть вы можете сканировать и через телефон слушать про каждое помещение в доме. Еще чем очень популярен этот дом, тем, что Хемингуэй славился любовью к кошкам. И при его жизни в этом доме у него здесь было несколько питомцев, и они отличались одной особенностью. У всех кошек было 6 пальцев на каждой лапке. И это пошло еще с начала его переселения в этот дом, и какой-то друг из дальнего плавания привез ему маленького котенка, у которого было 6 пальцев. И потом стали они размножаться, селять дом вот этими новыми котятами. И сейчас на территории этого дома-музея обитает более 50 кошек и котов, и все они шестипалые или даже семипалые. То есть они свободно бродят по территории. Сейчас посмотрим на лапки. Вот, видите, по 6 пальчиков. Еще, как я читала, Хемингуэй изобрел свой собственный питьевой фонтанчик для котов. И он был таким первым в своем роде. И изначально он его переделал из обычного писсуара. Но потом декорировала его жена этот писсуар какой-то красивой плиточкой. Я думаю, что мы увидим этот писсуар. Мы дошли до бассейна. Бассейн тоже в начале 20 века. Это был один из первых бассейнов на Ки-Весте, имеется в виду частных бассейнов. По правилам дома-музея кошечек можно гладить, трогать, но ни в коем случае нельзя брать на руки. История создателя этого дома. В 1846 году он был построен, он вначале купил здесь землю, и потом был построен особняк. Вот так он выглядел. То есть даже вокруг не было соседних домов. Это смешно. Повсюду котики. Собственно, вот этот писсуар, про который я говорила, из которого Хемингуэй придумал сделать питьевой фонтанчик. Его жена выложила его вот такой плиткой. Изначально при покупке дома здесь не было бассейна. Он уже был построен при Хемингуэе в 1937 году, когда он здесь уже жил 7 лет практически. Вот такие домики на территории. Хемингуэй очень часто был рефери на местных боях. Вот один бой был в 1936 году. Играем. На территории дома расположено еще кошачье кладбище, потому что, естественно, очень много кошечек здесь жило. Кто-то здесь и умирал. Вот так оно оформлено. Есть таблички с именами, вот годы жизни. Я всем советую, особенно тем, кто такие же кошатники, как и мы, посмотреть на котиков, как здесь все устроено, вам должно понравиться.
Сейчас мы поднимемся наверх, где была студия, где писал Хемингуэй. Вот тут заходишь, тут нельзя пройти дальше, потому что все оставлено так, как было при Хемингуэе. Очень так стильно, да? И уютно. Здесь вот такой санузел. Очень интересно, кстати, плитка на полу. На территории фактически два дома. Основной, где он жил, и второй дом, который дом около бассейна, где мы только что были. Там находится студия для работы Хемингуэя, где он писал свои произведения. И внизу, сейчас помещение внизу сделали как книжным магазином. Вот сейчас мы идем в основной дом. Зашли в одну из комнат, и здесь вот такая прелесть лежит. Отдыхает. Ой, отвлекает. 6 на задних лапках и 7 на передних. Там автопортреты Хемингуэя, статьи о нем. Вот так выглядела кухня. Мне очень нравится здесь керамическая плитка тех годов. Печь. И вот из окна виден как раз студия, на которую мы поднимались, где он работал. Так выглядел холодильник 30-х годов. Он считался тогда роскошью, то есть не везде они были. И вот это Хемингуэй примерно в то время, как он приобрел этот дом. Такая ванная. Очень красивые цвета. Здесь все посвящено африканскому сафари, в котором участвовал Хемингуэй в 1933 по 1934 год. Вот показано, как он ехал, собственно, на это сафари с Ки-Веста и до Африки. Да, и вот здесь Хемингуэй, что показательно, он здесь изображен с ружьем. Через 3 недели застрелился и не оставил предсмертной записки. Как я прочитала, у него с начала 60-х годов резко изменилось психическое и физическое состояние. У него был диагностирован сахарный диабет, и как считалось, что у него паранойя, потому что он считал, что за ним следят спецслужбы США, что по дому расставлены жучки, и потом было все-таки доказано, рассекречено дело Хемингуэя от ФБР, что все-таки действительно слежка за ним была. Поэтому сейчас сложно сказать, что именно повлияло на его решение. Была ли его смерть действительно самоубийством. Очень сложная история, запутанная. И потом его лечили от вот этих приступов паранойи, паники. Лечили его в то время электрошоком, что еще больше усугубило его психическое состояние. Многие связывают вот эту историю со слежкой с тем, что он большое количество времени проводил на Кубе, в том числе с политическими лидерами. И очень часто вообще бывал в этой стране. Выход на такую террасу. Мне кажется, конечно, для того времени это был шикарный дом. Он и сейчас выглядит шикарно. А на начало 20 века он был фактически один такой на Ки-Весте. Терраса полностью вокруг всего второго этажа идет. Выход из спальни с двух сторон. Это главный вход на территорию дома. И совсем рядом здесь тоже популярное туристическое место, маяк Ки-Вест. Он не очень высокий. Напротив дома Хемингуэя находится этот маяк, про который я говорила. В начале 19 века был построен.
сегодня рано встали, в 5 утра, потому что у нас сегодня был чекаут с нашего кемпинга. Чекаут был такой чисто символический, мы просто собрали нашу палатку, в которой сегодня спали, и выехали, потому что там нет такой процедуры, как в отеле, что просто покидаешь свой паркинг, и на этом все. И сейчас мы приехали на пирс, от которого будем отплывать на еще одну интересную локацию туристическую. Это национальный парк Драй-Тартугас. Для того, чтобы добраться на этот остров, нам нужно было приехать на пирс к 7 утра. Процедура чекина начинается в 7, а сама лодка отправляется в 8 утра. Плыть нам около 2,5 часов в одну сторону. Вот, мы уже получили наши бординг-пассы. Билеты мы покупали заранее, у нас даже была небольшая накладка, потому что мы бронировали билеты за месяц. И, допустим, в один день мы смотрим, что куча свободных мест, и на 25 января, и на 27. И мы отложили немножко покупку билетов, и на следующий день буквально смотрим, все, уже нет 27 числа, 28 и только 29. В связи с этим нам пришлось немножко изменить наши планы, задержаться на Ки-Весте, поэтому, если вы хотите забронировать прям конкретный день, лучше делать это сразу, не растягивать. Вот так выглядит пирс. На Драй-Тартугас можно попасть по воде только через паром, который называется Янки Фридом. Я прикреплю сайт, на котором можно заказать билеты. Следующий способ — это если у вас есть своя яхта или своя лодка, то вам нужно там же на сайте просить разрешения о том, чтобы пришвартоваться к берегам Драй-Тартугаса. И третий вариант — это индивидуальные рейсы, там на несколько человек, на мини-самолетах, которые осуществляются от Ки-Веста до Драй-Тартугаса напрямую. Билет на одного стоит $200, и получается в один день это только один рейс, потому что он отправляется отсюда, от пирса, в 8 утра, 2,5 часа в одну сторону только дорога, возвращаетесь вы в 5 вечера. В среднем вы находитесь, получается, на острове там около 4 часов. На самом острове мы еще посмотрим, как это выглядит, но заявлено, что там будет снорклинг, то есть вы сможете с маской поплавать. Еще один важный момент, я думаю, будет интересен тем, кто недавно в Америке или только получает, например, драйвер лайсенс или какие-то документы. Территория Драй-Тартугас и Ки-Веста, где мы сейчас находимся, и вообще всего этого архипелага островков, которые находятся между материковой частью Флориды и Ки-Вестом, это все территория Соединенных Штатов, где вам не нужно предъявлять никакие дополнительные документы. То есть для того, чтобы сюда приехать и уехать обратно в ваш город на материке, вам нужно показать только драйвер лайсенс американского образца. Все, на этом все. Больше никаких паспортов, виз или чего-то еще, вашего статуса нахождения, ничего здесь не запрашивают. Драй-Тартугас — это архипелаг из 7 коралловых островов, и находится он в 120 километров от Ки-Веста, поэтому занимает достаточно большое времени, да, 2,5 часа на лодке до него добраться. Вас вызывают на посадку по вашему бординг-пассу, то есть первые 25 человек, с 1 по 25, потом с 25 по 50 и так далее. Нет смысла торопиться, бежать на борт, вас все равно не пропустит. Все по очереди. Так выглядит корабль. Есть две опции. Можно сидеть в главной кабине в закрытом помещении или наверху. И сегодня мы выяснили, что, оказывается, у нас включен завтрак и ланч. Good morning. Good morning, Smiley. Good morning. В общем, если вы хотите иметь больше возможностей для выбора места, все-таки нужно приезжать пораньше. То есть мы когда приехали, было человек 10 перед нами, и мы получили 50 место. И успели занять место на палубе. Сейчас люди поднимаются уже, и у них только один вариант — сидеть внизу в главной кабине. Calm out towards the afternoon, we're hoping, but there has been a lot of wind out through the last couple of days, so it is going to be a little bit bumpy today. Sponging industry. Key West is surrounded by shallow waters full of high-quality sponge beds. Those sponges were harvested and sent to market. However, there was no road leading to Key West back then.
Джефферсона выглядит как шестиугольник. Так он выглядит сверху. Мы сейчас находимся в центре этого шестиугольника. Форт Джефферсона, на котором мы сейчас находимся, его строительство началось в середине 19 века. Его строили около 30 лет. Было затрачено много труда, но, к сожалению, не было завершено строительство. И в годы гражданской войны, уже в конце 19-го, начале 20 века, он использовался как тюрьма, в том числе для политзаключенных. Эти политзаключенные обвинялись в пособничестве к убийству Авраама Линкольна. С 1930 года все 7 островов вместе с портом Джефферсоном были объявлены национальным парком, а начиная с 1977 года сюда уже стали ходить туристические паромы и возить сюда туристов. С момента строительства морского порта на территории было установлено около 40 пушек. Вот так выглядели подставки под них. Форт Джефферсон строили очень долго, в течение 30 лет. Как я сказала, вот так они достроили. То есть каждый вот этот камешек специально изготовлен, и лодками они его отправляли с материка на эту часть, и здесь возводились стены. Состоит из 3 уровней. То есть 2 мы видим вот здесь. 3-й уровень — это кровля, но там при этом есть какие-то дополнительные помещения, и можно полностью пройти по всему шестиграннику. Вокруг порта Джефферсона есть вот такая дорожка, которая полностью огибает весь шестигранник и прерывается в нескольких местах. Можно сделать красивые фото с этой дорожки, и вдоль нее туристы часто занимаются снорклингом. Хотя, честно говоря, я не очень вижу здесь какую-то живность, пару рыбок, может быть. Но, по крайней мере, вода выглядит очень чистой. Вернулись мы с Драй Тортугаса 5:30 вечера. Сгорели все, не знаю, видно ли, что жидко-красное, все болит, все горит. Понравилось все, как это все было организовано, как ведет себя команда и на корабле, и на самой территории форта Джефферсона. Сейчас мы уже выезжаем с Ки-Веста, и следующая наша остановка — это Майами. По времени должно занять около 4, не больше 5 часов. И завтра мы уже будем на Майами-Бич. Мы уже сдали машину в Ависе, очень быстрый, удобный сервис, очень понятная развязка по дорогам. В принципе, у нас чекаут по машине занял меньше 10 минут. В Car Rental центре, где мы сейчас находимся, есть несколько компаний по аренде автомобилей. Наш — это Авис, он находится на 2-м уровне. Всего уровней здесь 3 для получения машины, и 4-й уровень — это выход уже на вот этот монорельс в сторону аэропорта. Еще я забыла рассказать про стоимость авиабилетов. Мы бронировали их за месяц до поездки, то есть в конце декабря.
И на двоих человек полет из Нью-Йорка до Майами обошелся в $300. Сразу после видео о Ки-Весте я публикую видео про Майами, про нашу поездку в Майами, которая была, правда, в прошлом году, в феврале 2022 года. Я думаю, так как эти видео будут выпущены в комплексе, вам будет интересно посмотреть на то, какой разной может быть Флорида. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видео.